Ты идешь по полю с металлоискателем в руках. Наушники шипят помехами, трава мокрая, ботинки уже промокли насквозь. И тут сигнал. Чистый, ровный, такой, какой бывает только у золота. Ты копаешь. 5 сантиметров, 10. И из земли показывается то, что последний раз держали в руках больше 1000 лет назад. Каждый год по всему миру люди с обычными металлоискателями, не археологи, не ученые, а обычные пенсионеры, водители грузовиков, семьи на отдыхе находят украшения, которые переворачивают представление об истории. Только в Британии за 2024 год официально зарегистрировали почти 80 тысяч находок, и 94% из них сделали именно с металлоискателем. 1,5 миллиона предметов с 1997 года – вот что такое эта база данных сегодня. И это только одна страна. Сегодня 15 историй украшений с разных концов света, от Норвегии до Флориды, от колец за $100 тысяч до украшений, которые невозможно оценить в деньгах, потому что они вернулись к своим настоящим хозяевам. Поехали! В 2000 году отставной флорист Кевин Холлс вышел на поле недалеко от английского города Уинчестер со своим детектором. То, что он нашел, эксперты потом назовут важнейшим открытием Железного века за 50 лет. Больше килограмма золотых украшений, если точно, 1158 грамм. 2 полных комплекта – торквы, пары брошей, соединенных цепочкой, браслеты. Химический анализ в Британском музее показал чистоту золота от 91 до 99%. Датировка от 75 до 25 года до нашей эры, то есть задолго до римского завоевания Британии. И тут парадокс. Украшения сделаны римской или греческой техникой, которой у кельтов того времени просто не было. Один из исследователей Британского музея потом заметил, украшения слишком массивные и вычурные для настоящего римлянина или грека, будто их специально делали под вкус местной знати, любившей показной блеск больше, чем классическую сдержанность. Кому принадлежало золото, неизвестно до сих пор. Клад лежал в земле почти без следов упаковки, будто спрятали в торопях и не вернулись. Находку признали сокровищем, а вознаграждение, 350 тысяч фунтов, стало рекордом на тот момент по британскому закону о кладах. Сумму поделили между Холлсом и владельцем земли пополам, как и положено по этому закону. Кстати, подобные парные торквы позже находили еще лишь раз, в Стаффордшире, в 2016 году. И там кольца оказались явно привозными, из континентальной Европы. Но Британия не единственная страна, где земля хранит золото. Летим на север. 51 год, лишний вес, врач сказал, хватит сидеть на диване, найди себе хобби на свежем воздухе. Эрленд Бор купил металлоискатель, просто чтобы гулять. Август 2023 года, остров Ренесой на юге Норвегии. Весь день только мусор и обломки. Бор уже собирался домой, но решил проверить последний холм. Сигнал. Он подумал, что нашел шоколадные монетки, знаешь, такие в золотой фольге. Достал из земли и понял, что держит настоящее золото. 9 подвесок брахтиатов, 3 кольца, 10 золотых бусин. Украшения V века нашей эры, эпохи великого переселения народов. На подвесках изображение коня с высунутым языком и подогнутыми ногами. Специалисты говорят, это символ болезни и надежды на исцеление. Похожий смысл несет христианский крест того же периода. Всего в Скандинавии найдено около 1000 подобных брахтиатов, и обычно на них изображен бог Один, исцеляющий больного коня своего сына. Но эти необычные. Только конь без самого бога. «Это золотая находка века», — сказал директор археологического музея Ставангера. Подобного в Норвегии не находили с XIX века. По норвежским законам все это собственность государства. Украшения не продавались, денежного вознаграждения не было вообще. Но некоторые находки нельзя измерить в деньгах, а в этой же стране буквально через пару недель случилась еще одна необъяснимая история. Семья гуляла по своему участку в Йомфруланне. Кто-то из детей потерял золотую сережку в траве. Достали металлоискатель, самый обычный и домашний, чтобы найти пропажу. Сережку не нашли. Зато нашли пряжку в форме чаши и еще один предмет. Вещи из захоронений эпохи викингов, которым больше 1000 лет.
Специалисты по культурному наследию региона потом скажут, находка неожиданная и очень значимая. А началось все с потерянной серьги, которую, кстати, так и не отыскали. Иногда земля отдает не то, что ты ищешь, а то, что прятала веками. От норвежских полей обратно на Британские острова, где все начиналось 7 лет назад. Кевин Минта работал дальнобойщиком. Металлоискатель – просто увлечение на выходных. На одном и том же поле в Сомерсете он уже находил россыпь римских монет и свинцовый гроб. В 2018 году сигнал повел его к находке, которую сам он потом описывал так. Сначала подумал «монета», потом «брошь», и только потом понял «кольцо». Один из товарищей рядом кричал «Мы богаты, мы богаты». 48 граммов чистого золота. Кольцо-печать римской эпохи, конец III века нашей эры с вырезанным камнем. На нем богиня Победы Виктория в колеснице, запряженной лошадьми. Кольцо назвали Илминстерским, по названию ближайшего города. Местный музей выкупил находку почти за $105 тысяч. Половину получил владелец земли, вторую половину Минта разделил со своим напарником по поиску. Ученые до сих пор спорят, сделали кольцо в самой Британии или привезли из другой части империи. И, возможно, в том же поле спрятано что-то еще, под свинцовым гробом, который так и остался неисследованным до конца. Между прочим, находка целого кольца — редкость даже для таких богатых на золото полей. Обычно попадаются обломки, фрагменты, погнутые монеты. Целый неповрежденный предмет такого качества — удача на удачу. От английских полей на север в Данию. Ларс Нильсон искал в приходе Эммерлев на юге датской Ютландии. 39 лет, обычный любитель. Кольцо, которое он нашел, оказалось 22 карата золота с крупным красным полудрагоценным камнем и тонкой спиральной резьбой на внутренней стороне. «Такая уникальная находка — это совершенно нереально», — признавался он потом. Куратор Национального музея Дании Кирстине Помергард, изучив кольцо, пришла к выводу, манера изготовления характерна для франкских мастеров эпохи мировингов, династии, которая правила территориями современной Франции, Германии и Бельгии с V по VIII век. По ее версии, кольцо принадлежало женщине, возможно, дочери какого-то местного правителя, выданной замуж в Эммерлев ради союза между двумя знатными родами. Золото в те времена часто было не просто украшением, а дипломатическим подарком, скрепляющим альянс между семьями. Само место находки удивило историков не меньше кольца. Оно указывает на существование в Эммерлеве влиятельного центра власти Железного века, о котором раньше просто не знали. То есть кольцо не просто украшение, оно переписывает карту политического влияния целого региона 1500 лет назад. А в другой части Дании похожая история случилась еще раньше, и она началась еще эффектнее. Оле Гиннеруп Шюц только что купил первый в жизни металлоискатель. Друг разрешил ему походить с прибором по своему полю, просто попробовать, для интереса. Не прошло и нескольких часов, как прибор дал сигнал такой силы, что новичок сразу понял — это что-то серьезное. Клад золота Железного века, украшения, чаши, амулеты. Археологи датировали находку примерно V веком нашей эры, периодом настоящей климатической катастрофы. Тогда, в 536 году, извержение вулкана в Исландии выбросило столько пепла, что несколько лет подряд стояли неурожаи и голод по всей Европе. Специалисты считают, что именно в такие кризисные времена знать чаще всего прятала свое золото в землю и не всегда успевала за ним вернуться. Похожие предметы находили и на острове Хернё в центральной Дании. Это наводит на мысль о союзе между правителями двух областей, о самых первых шагах к объединенному датскому королевству. Коллекцию выставили в музее Вайле как часть большой выставки о начале эпохи викингов. Специалисты называют это прологом к эпохе, которая перевернет всю Европу. Дания вообще, на удивление, часто дарит миру такие находки. То ли из-за особенностей почвы, то ли из-за того, что там просто больше людей ходят с металлоискателями по полям каждые выходные. От датских равнин в немецкие поля, туда, где когда-то бурлил один из главных торговых городов Балтики. Никки Андреас Штайнман только учился обращаться с металлоискателем, ходил на занятия вместе с инструктором. Практика проходила рядом с Хедебю, объектом всемирного наследия,
и в прошлом крупнейшим торговым перекрестком викингов на севере Германии. Через Хедебю столетиями шли товары со всего света, от Средиземноморья до Балтики. Сигнал повел начинающего искателя к настоящему кладу 800-летней давности. 2 золоченые серьги в византийском стиле с полудрагоценными камнями, брошь в форме исламской золотой монеты, 2 позолоченных кольца с камнями, обломок еще одного кольца, позолоченный диск с отверстием и 30 серебряных монет времен датского короля Вальдемара II, который правил в начале XIII века. Монеты лежали ровным столбиком. Археологи говорят, это верный признак, что клад закопали одним разом, а не собирали годами. Есть версия, что сокровища спрятали в торопях в 1066 году, когда сам Хедебю был разграблен и сожжен дотла. Смешение византийских, исламских и датских вещей в одном кладе показывает, насколько широкой была торговая сеть города в его лучшие годы. Из немецких земель в равнины Нидерландов. Лоренцо Рейтер услышал тот самый звук, магическое «пинг» в наушниках, и откопал средневековый клад. Тончайшая золотая филигранная серьга на обруче и 39 серебряных монет, судя по чеканке, датируются периодом с 1200 по 1250 год. Работа настолько искусная, что специалисты датируют само украшение более ранним периодом, началом XI века, то есть серьга старше монет, найденных рядом с ней на 2 столетия. Экспонаты выставили в музее в рамках экспозиции, посвященной 1000 году, эпохи, когда Европа балансировала между варварством и первыми настоящими королевствами. По условиям находки Рейтер сохранил право собственности на серьгу, хотя она теперь доступна каждому посетителю музея. Это было очень особенное чувство, которое сложно описать словами, признавался он потом в интервью. От нидерландских каналов в польские поля. Больше 20 лет поисков, прежде чем случился настоящий прорыв. Группа польских кладоискателей из города Калиш все эти годы искала, находила мелочи, разочаровывалась, снова выходила в поле. Целое лето 2025 года они провели за городом и нашли горшки, полные монет, и сотни граммов золотых украшений. Президент организации потом рассказывал журналистам. Команда искала сокровища больше 20 лет, прежде чем наконец наткнулась на настоящий джекпот. Иногда терпение важнее удачи, просто удача приходит не сразу. Возвращаемся в Британию, на этот раз не в поле, а на старую площадку для боулинга. Дэвиду Борду было 69. Всего 3 месяца, как он взял в руки металлоискатель. Старая площадка для боулинга в Дорсете, февраль 2020 года. Нашел кольцо и сначала решил обертка от конфеты. Отмыл от грязи, положил в карман, забыл. Оказалось, золотое кольцо XIV века с бриллиантом, подарок аристократа Томаса Брука своей жене, леди Джоан. По легенде, она потеряла его во время игры, похожей на крокет. Такие газонные игры были обычным развлечением английской знати задолго до появления настоящего крокета. Внутри надпись на средневековом французском: «Пока я храню твою веру, храни мою». Оценка на аукционе — 40 000 фунтов. Это около 50 тысяч долларов. «Уникальная находка», — говорил Дэвид. «Второй такой в жизни не будет». Еще одна британская история, на этот раз в Норфолке. Алану Рамсби было 75. 10 лет занятий металлоискателем и ни одной золотой находки. Пока, наконец, не повезло. Кольцо XVI века с гербом, закопанное на глубине почти 25 сантиметров. Историки говорят, это редчайший случай. Печать того периода, которую носила именно женщина. Судя по форме герба на кольце, ромбовидный, а не круглый, как у мужских печатей. Оценка — 14-16 тысяч фунтов, около 20 тысяч долларов. Британский музей сначала претендовал на кольцо, но спустя 2 года отказался от права приобретения, и Алан смог выставить находку на аукцион. Признавался просто: хочет потратить деньги на отпуск с женой. После стольких лет поисков заслужил. Из Европы через океан в Америку. Мэтт Квитковский искал добычу на дне озера в городке Уиндер, штат Джорджия. Первый сигнал рядом с плавучими понтонами. Он достает золотой браслет 8,8 грамма, 14 карат. Первая золотая находка за всю его практику детектирования. Не остановился.
Прошел другой участок того же озера и получил еще один сигнал, еще четче. Второй браслет. 21 карат, почти чистое золото. Ювелир потом подтвердил подлинность обеих находок. 2 браслета, найденные в один день в одном и том же озере. Редкая удача даже для опытных искателей. Возвращаемся в Европу, на этот раз в Северную Ирландию. 3 разные точки, 2014 и 2015 годы. Средневековая брошь, кольцо наручия эпохи викингов и мешочек монет XVI века. Коронер в Даун-Патрике официально признал находки сокровищем. По британскому законодательству, действующему и в Северной Ирландии, это отдельный юридический статус со своей процедурой оценки. Самым необычным эксперты назвали крошечную золотую брошь-кольцо, найденную неподалеку от Ардгласса. Вещи передали в Британский музей для оценки, а затем в Национальные музеи Северной Ирландии. Стоимость каждой поделят между поисковиком и владельцем земли, как и положено по местным правилам. Из Старой Европы через океан в современную Америку. Там истории о золоте звучат совсем иначе. Флоридский пляж – обычный отпускной сезон. Мужчина по имени Кук находит кольцо с бриллиантом, отдает оценить ювелиру и слышит цифру, от которой сам теряется – $40 000. «Я вообще не думал, что оно столько стоит», — признавался он потом. «Думал, 1000-2, не больше». Он не продал находку. Разместил объявление в соцсетях, обзвонил сотню ювелирных магазинов в округе, искал хозяев. Через 2 недели раздался звонок. Муж узнал по описанию кольцо своей жены, то самое обручальное, потерянное месяцы назад. Кольцо вернулось, а через несколько дней тот же мужчина нашел на том же пляже еще одно кольцо с бриллиантом. Иногда самая большая находка не то, что ты оставляешь себе, а то, что возвращаешь. С южного побережья. США на север в Канаду. Крис Тернер называет себя искателем колец. Годами он ищет пропажи на пляже Уайт-Рок в Британской Колумбии. Не для себя, а чтобы возвращать людям утраченное. Однажды к нему подошла женщина и спросила про золотое кольцо с гравировкой внутри. Потеряла много лет назад. Тогда найти не получилось. А спустя годы, во время очередного обхода того же пляжа, металлоискатель снова дал сигнал. Обычное золотое обручальное кольцо с надписью внутри. Год на гравировке – 1957. Тернер до сих пор пытается найти хозяев. Или их детей, если тех, кто носил кольцо в день свадьбы, уже нет в живых. Пляж хранит вещи десятилетиями. Иногда просто ждет, пока кто-то пройдет мимо с включенным металлоискателем. С канадского пляжа возвращаемся в Европу к 2 последним находкам. Никки Андреас Штайнман – не единственный немецкий случай в нашем списке. В 2023 году лицензированный поисковик Константин Фрид обследовал поле у Петерсхагена в Вестфалии. Сигнал повел его к предмету размером чуть больше ногтя – 11 на 12 мм. По характерной круглой форме Фрид узнал деталь, которую археологи называют замком-цепочкой. Застежкой, которой римляне скрепляли концы цепи. Проблема в том, что такие замки обычно делали из железа с элементами бронзы, и они гораздо крупнее. А этот – миниатюрная золотая копия 3-4 века нашей эры, единственная подобная находка, известная в Европе. Крошечная вещь, которая при этом уникальна в масштабах целого континента. А в самой Дании тем временем годами работает система, которую соседние страны только пытаются повторить. С 80-х годов, когда металлоискатели только вошли в моду, датские музейщики решили не воевать с любителями, а сотрудничать с ними. Закон обязывает искателей сдавать находки государству, взамен полагается вознаграждение. Хьяльте Вацкий Эрмёльгар – один из таких искателей. 6 часов под дождем, ни одного стоящего сигнала. Он уже собирался уходить, но остался еще на несколько минут и вытащил из земли средневековое золотое кольцо с изображением лика Христа. Сейчас кольцо выставлено в Национальном музее Дании в экспозиции, целиком посвященной находкам любителей. Куратор музея потом объясняла просто. Работать с искателями оказалось разумнее, чем считать их конкурентами. 18 находок, 11 стран, почти 3000 лет истории. От бронзового века до 1957 года. В Британии за находку положена награда пополам с владельцем земли. В Норвегии все уходит государству без единой кроны.
В Дании, Германии и Нидерландах просто музей и благодарность, а иногда, как в случае с Рёйтером, право оставить вещь себе, просто отдав ее на выставку. Кто-то из этих людей стал богаче, кто-то просто вернул чужую потерю ее законному хозяину. Кто-то, как немецкий стажер или норвежец с диванным приговором врача, вообще не собирался ничего искать. Но всех объединяет одно – обычный металлоискатель в руках и поле, которое хранило тайну ровно до того дня, пока кто-то не решил выйти и проверить. Ссылки на официальные источники и фото находок в описании под видео.